you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим трибридные наушники, посвященные десятилетию компании TSMR и стоимостью $399. И приходят они в очень небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь есть логотип компании, а также указано название модели этих наушников, а именно X10 Anniversary Edition. И учитывайте, что это ограниченная версия, поэтому успевайте приобрести эти наушники, пока они доступны. Ну и за воспроизведение звука в этих наушниках отвечает два динамических драйвера диаметром 8 мм для низких частот. Два арматурных излучателя используются от Knowles для средних частот, два арматурных излучателя от Sonion для высоких частот, и еще здесь используется один кастомный пленочный драйвер, который влияет на весь звук в этих наушниках, что несомненно сказывается на еще более лучшем качестве их звучания. Но чувствительность составляет 103 дБ, и они получили довольно низкое сопротивление 10 Ом, поэтому обязательно это учитывайте. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Два набора силиконовых амбушюр, щеточка для чистки наушников, специальный инструмент для переключателей, специальный инструмент для удаления пленочного драйвера, инструкция по использованию наушников, ну и кожаная стяжка для кабеля. Наушники довольно средние по своим размерам, изготовлены полностью из прозрачной бирюзовой смолы, поэтому вы без проблем здесь можете рассмотреть все их излучатели. Но их лицевая панель имеет очень минималистичный внешний вид с волнистым 3D эффектом. А также тут располагается тот самый кастомный пленочный драйвер, который я бы вам точно не советовал часто извлекать. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с блоком переключателей находится единственное и довольно большое компенсационное отверстие, защищенное сеточкой на правом наушнике с красной окантовкой, а на левом уже синий. А вот звуковод у них, конечно, не слишком длинный и имеет диаметр 6 мм. Ну и как вы понимаете, друзья, у этих наушников, как и у TSMR Armor, имеется возможность очень серьезной коррекции звучания с помощью 3 переключателей на корпусе, которые здесь располагаются. И используя уже специальный инструмент для переключателей, вы можете настроить эти наушники на свой вкус. И изначально эти наушники приходят с настройкой 0.20, то есть из коробки сразу активен только второй переключатель, который перемещен вверх, как сейчас. Но если вы хотите получить более басхедную и теплую подачу, то смело уже активируйте первый переключатель. А вот если вы вообще почувствовали, что вы являетесь безумным басхедом, то не думая ни секунды сразу активируйте все 3 переключателя и приготовьтесь к настоящему полету в космос. Но вот если так оказалось, что вы не басхед и наоборот хотите слегка ослабить низкие частоты и подчеркнуть высокие и средние частоты, то смело активируйте только 3-й переключатель. И лично я скажу, что по большей части я прослушивал эти наушники в настройке 1.0.0, 0.2.0 и 1.2.3, если мне хотелось получить максимум басхедной мощи. Но поскольку эти наушники довольно небольшие, то сидят они в ушах отлично, обеспечивая как надежную звукоизоляцию, так и глубокое прилегание с идеальной посадкой в ухе. Их форма анатомически правильная, и у меня нету никаких претензий к их комфорту. Я могу использовать эти наушники буквально весь день напролет. А вот комплектный кабель хоть и довольно хороший, но если вы вдруг все же захотите выжать весь максимум из этих наушников, то от себя я смело рекомендую к покупке такие кабели, как Penon Pyramid стоимостью $349, Penon Apex стоимостью $219, либо Penon Asos стоимостью уже $169. Ну а приобрести трибридные наушники TSMR X вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте Penon
bosmanaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников TSMR X при использовании только второго переключателя, который является наиболее сбалансированным вариантом настройки этих наушников и активен сразу из коробки. И с настройкой 0.20 вы получаете мощное усиление низких частот на 14 дБ с плавным переходом к области нижней середины, а затем следует аккуратное подчеркивание области верхней середины с усилением на 10 дБ, чтобы очень точно компенсировать такой мощный бас и в то же время придать звучанию большей энергии и насыщенности. И в этом плане концепция тюнинга наушников TSMR X и TSMR Armor очень похожа. То есть я чувствую здесь вот такой вот очень похожий подход в плане настройки наушников. Ну и обратите внимание на то, что высокие частоты тут очень продолжительные, что несомненно меня очень радует, поскольку я действительно люблю здесь более прозрачный и более открытый звук. И в этом плане TSMR X очень хороши, поскольку их высокие частоты лишь плавно затухают после 19 кГц, что является поистине отличным результатом. Но если вы чувствуете, что все, вроде бы уже и так все хорошо, но вам в душе все равно хочется получить еще больше баса, то хорошо, друзья, это не проблема. Смело активируйте первый переключатель, с которым вы получаете очень мощное усиление низких частот уже на 16 дБ. И обратите внимание, что усиливается здесь не только саббас, но еще и мидбас, который теперь ощущается панчевее, мощнее и намного тактильнее, и вы буквально начинаете его чувствовать физически, более явно в сравнении с настройкой 0.2.0. Но также учитывайте, что с настройкой 1.0.0 область верхней середины и высоких частот слегка ослабляется, и наушники начинают звучать еще более нейтрально, но с куда более пышным басом. И любители такой подачи, я уверен, точно оценят по достоинству эту настройку. Ну а вот третий вариант настройки 0.03 идеально подходит уже для любителей более энергичного звучания и тех, кто предпочитает менее выраженные низкие частоты, поскольку он ослабляет низкие частоты до 13 дБ, включая еще нижний средний диапазон, который слегка ослабляется и начинает звучать более свободно и легко, как было в случае с TSMR Armor. То есть принцип работы переключателей здесь в целом похожий, но обратите внимание, что с настройкой 0.03 здесь слегка усиливается область верхней середины и высоких частот, что особенно заметно более явно в сравнении с более басхедной настройкой 1.0.0. Ну и четвертый вариант настройки 1.2.3 является самым басхедным на низких частотах и нейтральным в области средних и высоких частот, что четко видно на графике в сравнении с другими настройками. И с этим вариантом настройки бас накрывает вас как настоящая атакующая и сокрушающая буквально все на своем пути ударная волна, которая просто не оставляет себе равных в сравнении с другими басхедными наушниками, которые, поверьте мне, совершенно не обладают такой мощностью. И да, речь идет о тех самых Kevears Punch, Fat Frag Deuce и Punch Audio Martilla и других басхедных наушников. И я не шучу, друзья, но с настройкой 1.2.3 звучат эти наушники ну просто феноменально, безумно. И бас теперь ощущается максимально физически, как будто внутри вас начинает играть не просто один, а даже несколько сабвуферов, которые расставлены прямо сейчас вами в одном помещении. И с этой настройкой вы словно начинаете буквально впитывать в себя каждый басовый удар. И ни одни другие наушники вам не дадут даже и близко такого опыта прослушивания. И я считаю, что это действительно то, что нужно испытать каждому басхеду, чтобы понять, на что действительно способны эти наушники, если дать им раскрыться на максимум. Поэтому без всяких сомнений я определенно рекомендую попробовать эти наушники с этой настройкой всем истинным басхедам. И я даже смело могу сказать вам, что это та самая настоящая тотальная басхедная доминация. Ну а теперь давайте уже наконец-то обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в TSMR X это про настоящее басхедное безумие. И с первых секунд сразу становится понятно, что тут не сыграет главную роль. И два динамических драйвера создают такую плотность и глубину, что бас буквально ощущается телом. Саббас уходит максимально глубоко и формирует предельно мощную волну, которая словно вас обволакивает и дает ощущение масштаба. При этом он чистый, структурированный и с четкими контурами, без какой-либо гулкости или расплывчатости. И на электронной музыке и хип-хопе он производит вот это впечатление самой настоящей ударной силы, а уже в более спокойных жанрах позволяет услышать послезвучие
вибрация и какие-то различные атмосферные нюансы на фоне. А вот мид-бас это уже про тот самый безумный панч, драйв и энергию. Удар четкий, хлесткий и с мгновенной атакой. И ты буквально чувствуешь, как кик выстреливает и словно отзывается внутри тебя. Но при этом он не превращается в какую-либо грязную кашу, а остается всегда собранным и техничным. И бас здесь, друзья, это не просто какой-то фон, как в других наушниках, а он словно здесь двигает музыку вперед, задает ритм и добавляет большей телесности. И все это без использования костных излучателей, что несомненно впечатляет. Хотя стоит сказать, что TSMR Armor в этом плане очень к ним близки. Ну и отдельно стоит сказать о текстуре, поскольку здесь слышна не только вот эта объемная, басхедная, густая, напористая масса, но и ее рельеф и прозрачность, и можно без проблем различить какие-то различные микродетали, вибрации, как звучат струны контрабаса или, например, глубокие удары барабана. В общем, у этих наушников бас прям получился с характером, у которого есть и форма, и нюансы, и самое главное, его чистота. Да и атака очень быстрая, а затухание максимально контролируемое, поэтому хвосты тут, так скажем, не затягиваются, и благодаря этому, несмотря на явную басхедность этой модели, середина тут остается чистой и прозрачной, даже если бас работает на полную в настройке 1, 2, 3. И важно отметить, что переключатели делают низ абсолютно разным по характеру. В универсальном режиме 0.2.0 он очень упругий и контролируемый, что идеально подходит уже для абсолютно разной музыки, а в настройке 1.0.0 прибавляется масса и телесность, и звук становится уже по восприятию теплее и плотнее. А уже в супер басхедном режиме 1.2.3 TSMR X начинает явно доминировать. По-настоящему удар становится максимально физическим, сцена буквально вибрирует под вами, и это дает ту самую энергию, от которой хочется просто начинать качать головой в такт. И вот именно в этом, пожалуй, как раз и фишка TSMR X. Они дают бас, который можно буквально настроить под себя. От более аккуратного и техничного до тотального физического и захватывающего. И все это сопровождается контролем, текстурой и масштабом, которые редко встретишь даже в куда более дорогих моделях. Ну а средние частоты в TSMR X это именно тот диапазон, где музыка начинает буквально оживать. Они прозрачные и чистые, но при этом не сухие. В них есть и тело, и вес, и эмоциональная плотность, которая делает подачу уже более естественной и очень вовлекающей. И это, друзья, не преувеличение. Вокалы в этих наушниках звучат настолько живо, что порой создается впечатление, будто исполнитель стоит сейчас прямо перед тобой. Мужские голоса обретают вес и глубину, звучат насыщенно и объемно, с такой бархатистой основой, которая придает им и убедительность, и характер. То есть они не тонкие, не плоские по восприятию, а по-настоящему такие телесные и эмоциональные, особенно в настройке 1, 2, 3. А женские голоса, в свою очередь, раскрываются уже более открыто и выразительно. И в их подаче появляется легкое сияние, которое словно подчеркивает эмоциональность исполнения, но при этом они не скатываются в какую-либо резкость или излишнюю яркость. Все здесь подано очень гармонично и, естественно, с нейтральным характером. А инструменты здесь звучат детально и с четким рельефом. Гитары отрабатывают атаку струн с таким легким хрустом и богатой текстурой, а пианино передается не только с весом и телом, но и с красивым продолжительным послезвучием. А вот уже струнные в классике раскрываются с плотной фактурой и натуральной вибрацией. И особенно впечатляет то, как TSMR X умеют отделять каждый инструмент в пространстве. То есть здесь нет какого-либо такого смешивания в кашу, а напротив, каждый элемент выделяется, занимает свое место и звучит со своей энергией. И это позволяет вам буквально видеть музыку слой за слоем и в полной мере наслаждаться сложными акустическими аранжировками. И в итоге середина у этих наушников получилась очень универсальной. Она не уходит ни в холодную стерильность, ни в излишнюю аналоговую теплую окрашенность, поскольку баланс между аналитикой и музыкальностью здесь, на мой вкус, подобран ну просто идеально. Поэтому можно наслаждаться как живыми концертами, ловя все эмоции публики и артиста, так и можно включать уже более сложный джаз или инструментальную музыку и просто растворяться во всех нюансах, которые эти басхедные трибридные наушники очень хорошо выделяют и показывают. И именно в таком исполнении середины раскрывается вот этот весь масштаб звуковой сцены. Вокал всегда занимает свое место в центре, звучит четко и уверенно, а вокруг него аккуратно и органично выстраиваются инструменты. И прослушивание уже многослойных композиций превращается в настоящее удовольствие, потому что TSMR X дают вот эту вам возможность не просто слышать музыку, а погружаться в нее,
воспринимая каждую деталь и каждое пространство как живую часть большего целого. Ну а высокие частоты в TSMR X это уже целая история о том, как можно соединить отличную прозрачность и музыкальность. И первое, что бросается при прослушивании, это их чистота и легкость. Здесь нету никакой мутности, ни туманности, каждый акцент, каждый прилив тарелки или звон колокольчика звучит так, словно ты находишься сейчас прямо в комнате с музыкантами. Но при этом по восприятию этот верх не сухой, не холодный, в нем есть и тело, и тепло, и естественная плотность, которая делает звук уже более взрослым и цельным. И тут важно отметить, что переключатели действительно влияют на характер этих верхов. Да, конечно, это не сверх такие радикальные изменения, но они действительно прекрасно ощущаются. В настройке 0.2.0 эти наушники звучат максимально сбалансированно, а в положении 1.0.0 и 1.2.3 звук становится мягче, теплее и более таким бархатистым, что идеально для долгих спокойных сессий прослушивания, когда вам не хочется вот этой лишней яркости. А с настройкой 0.0.3 появляется больше блеска и искры, звук словно раскрепощается на полную, и тарелки начинают звучать слегка звонче и чище, а воздух между инструментами расширяется, да и сама подача приобретает большую энергичность и характер самого настоящего живого выступления. И честно, друзья, мне нравится, как TSMR X очень грамотно балансирует между деликатностью и экспрессией в этом диапазоне. То есть они точно никогда не уходят в агрессивный и такой кричащий звук, который утомляет уже через полчаса, но и не уходят в какую-то скучную аналоговую сглаженность. И у вас есть четкое ощущение, что они всегда знают меру, поскольку здесь достаточно деталей, чтобы музыка раскрывалась со всеми нюансами, и нету ни намека на колкость, в отличие уже от более ярких и светлых моделей. В общем, верха здесь про изысканность, гибкость и живость. Они не просто показывают вам абсолютно все детали, но еще делают их красивыми и более вкусными, а сама подача остается предельно комфортной даже при долгих сессиях прослушивания. И такой верх говорит нам о максимальной зрелости, балансе комфорта и отличной техничности. Ну и конечно, звуковая сцена у TSMR X поражает сразу с первых секунд прослушивания. Она огромная, открытая, объемная, музыка буквально оживает вокруг тебя, а не просто звучит в наушниках. Каждый инструмент занимает свое место и все элементы легко различимы, но при этом остаются частью единой картины. Ударные, гитары, клавишные, перкуссия, все распределено идеально, создавая ощущение настоящего живого концерта. И глубина сцены безусловно впечатляет. Передний план звучит четко и близко, словно можно взять и протянуть руку к инструменту, а задний план создает уже такую легкую перспективу и атмосферу, придавая ощущение пространства и воздушности. То есть звуки не сливаются здесь в один фон, а остаются отдельными слоями, которые как бы взаимодействуют друг с другом, создавая многослойность и объем. Ну а ширина сцены тут просто невероятна. И после TSMR Armor это, друзья, совершенно новое ощущение. И тут вокалы и солирующие инструменты и различные какие-то фоновые эффекты распределены так, что создается ощущение максимально полного погружения в композицию, а воздух между слоями позволяет вам расслышать все мельчайшие детали, от легкой реверберации до каких-то тихих фоновых акцентов, при этом не теряя целостности музыки. И в целом звуковая сцена у TSMR X впечатляет своей масштабностью, точностью и глубиной. Она делает музыку живой и объемной, дарит полное погружение и позволяет расслышать абсолютно каждую деталь, что превращает прослушивание в самую настоящую эмоциональную экскурсию. Ну а вывод у меня получился таков: TSMR X10 Anniversary Edition это именно те наушники, которые не просто играют музыку, а превращают ее в настоящее переживание. И здесь есть буквально все: мощный и осязаемый бас, который радует любого басхеда, прозрачная и живая середина с эмоциональными вокалами и натуральными инструментами, а также детальные и комфортные высокие частоты, которые добавляют воздуха и масштаба. А сцена у них ну просто безумно огромная и многослойная, и каждая деталь занимает свое место и оживает прямо перед тобой. И конечно, самое главное — это их универсальность. И эти наушники одинаково убедительно раскрывают себя и в динамичных жанрах, и в спокойной акустике, и уже в сложной инструментальной музыке. И это та модель, которой хочется просто брать, возвращаться снова и снова, потому что каждый раз она дарит новые эмоции и открывает любимые треки уже по-новому. И лично для меня это одни из тех редких наушников, которые могут удивлять, вдохновлять и оставаться актуальными каждый день. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет
будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!